организаторам, которые согласились проводить такое большое мероприятие в Одессе. So I think you're going to hear from three writers, an essayist in my case, a novelist, and a poet. Сегодня у нас будет такой маленький вводный курс чтений. Вы услышите прозовое произведение, лирическое и эссе, отрывок из романа и лирическое произведение. It's virtually impossible to give you, you're going to hear a few minutes translated, but I think for me it's better to just explain a few words about what you're going to hear about the book. Конечно, вы прослушаете уже переведенное произведение, но я хотела бы перед чтением сказать несколько слов о том же, что же вы же сейчас будете слушать. It's a book I wrote that came out 10 years ago called The Collapse of Globalism. Это книга, которую я выпустил 10 лет назад, и называется он «Коллапс глобализма». And it's so before the collapse, before the Great Crisis, and so it's supposed to be a prophetic book, supposed to. То есть перед коллапсом, перед кризисом она была написана, и можно сказать, что эта книга была пророческой, потому что она предсказала некоторые события наперед. But I deny it because prophets always end up cut up into small pieces. Я отказываюсь от этого статуса, потому что пророки у нас зачастую плохо заканчивают. You know, for about 40 years, the world has been dominated by one big ideology called globalization or globalism. Как вам известно, что многие годы назад мир был охвачен одной идеологией под названием глобализм. It has some good things and some bad things, but it has a fundamental problem, which is it attempted to promote economics as a religion to the highest level of civilization. Были в этом и плюсы, и минусы, но самый главный момент, что главной целью и главной идеологией глобализма было ставить впереди всех ценностей экономический аспект жизни людей. And to pretend that economics was a science and that they could establish a truth about how the world would work, rather like the Communist Party or the Nazi Party or any other political party, a truth about the world which would last forever. И так как экономика является наукой, именно используя этот момент, можно было удачно манипулировать и заставить людей жить так, как нужно и как это установлено в рамках идеологии капитализма и глобализма. And like all assertions of fundamental truth, which will be inevitable and last forever, they last about 30 to 60 years. Как каждая идеология, фундаментальная идеология, которая предполагала вначале, что она одна единственная истинная будет жить вечно, ей удалось продержаться около 30 лет. And so globalism is already over, and we're going somewhere else. We don't know where. Глобализм закончился, ушел, и мы движемся теперь в каком-то другом направлении. В каком именно, мы еще пока что не знаем. It promised growth. We didn't get growth. Он обещал нам экономический рост, но мы его не видим. It promised the end of wars. We have more wars than we've had since 1945. Она сулила окончание всех войн, а теперь мы имеем еще больше войн, чем до этого. It promised economic stability. The whole world is in economic instability. Он обещал экономическую стабильность, а вместо этого мы видим полнейшую нестабильность, противоположность. Etc.
далее. So one of the things it promised was that nationalism would disappear forever as a result of economic power. Один главный аспект, который обещал глобализм, что понятие национализма исчезнет навсегда. And of course, we're living in the era of more nationalism since, well, probably since the late 1930s. А сейчас мы живем в мире полного национализма, даже больше, чем мир испытывал в ранних 30-х годах 21 века. So I thought it would be good to end the book by trying to understand how nationalism works, and that some of it is very bad, but some of it is very good. And people have to understand that there are at least two kinds of nationalism. И именно поэтому я решила закончить свою книгу рассуждением о том же, что такое национализм. Есть положительный национализм, есть отрицательный национализм. И люди должны сами разобраться, что из этого хорошо, а что из этого плохо. And so I invented an explanation which was called positive nationalism and negative nationalism. И я позволила себе изобрести некоторые дефиниции: положительный национализм и отрицательный, негативный национализм. And I think that the actor is going to read a little extract which is mainly about positive nationalism but a bit about negative nationalism. And you'll see what you think. This was written 10 years ago, so it was at the time very risky. And anyway, we could talk about it another day. А сейчас мы сможем прослушать с вами один отрывок о положительном национализме. Я хочу отметить, что этот роман был написан 10 лет тому назад, и это был довольно-таки рисковый шаг. А теперь посмотрим, как вы воспримете этот роман. Спасибо большое.